Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня в медитации мы поговорим про обиду и о принятии жизненных ситуаций. Почувствуем, как можно услышать себя через дыхание. Эта медитация – путь возвращения к себе через дыхание. Мы не будем бороться с болью, не будем заставлять себя простить. Вместо этого позволим себе услышать, где в теле живет обида. Обратим на нее свое внимание, уделим ей время и исцелим ее своим дыханием. Итак, начинаем. Устройтесь удобно. Закройте глаза. Положите руку на грудь или на живот, туда, где вам комфортно ощущать свое дыхание. Скажите себе тихо: «Сейчас я буду слушать». Внимательно, мысленно рассмотрите себя сверху вниз. Макушка, лоб, челюсть, шея, грудь, руки, живот, таз, ноги. Замечайте напряжение в теле без оценки. Сделайте глубокий вдох носом и выдох через рот. Позвольте себе немного замедлиться. На вдохе представляете, что в вас входит не просто воздух, а мягкий свет. Теплый, прозрачный, как золотистая вода. Он идет в то место, где живет обида. Наблюдайте, как дыхание мягко движется через вас, не требуя ничего, оно просто течет. На выдохе мягко позволяйте уходить всему, что уже не нужно вам. Напряжению, ожиданиям, критическим суждениям. Ваш ритм – глубокий вдох носом. По возможности старайтесь дышать животом, а не грудной клеткой. И медленный, спокойный выдох через рот. Теперь вспомним, когда мы в последний раз почувствовали обиду. Может, кто-то не заметил тебя, не услышал, не поддержал, а может, сказал что-то, что задело глубоко. Обида – это как будто тебя нет, как будто твоя значимость потерялась между чужими словами и поступками. Чувство обиды показывает, где ты перестал чувствовать себя важным, нужным. Обида зовет тебя вернуться к себе. Именно там, где ты наиболее не уверен в себе, ты ищешь у других подтверждения, что ты значим, любим, дорог, уважаем, интересен, привлекателен. Ты ждешь этого отклика на свой мысленный запрос от других и не находишь его. Почувствуй, где в теле живет твоя обида. Может, это тяжесть в груди, как будто кто-то положил туда камень. Эта тяжесть не только от слов, сказанных когда-то кем-то, а скорее от несказанных слов, которые ты сдерживал в себе, от желания быть понятым, услышанным. Там в груди живет боль несостоявшегося обмена любовью. Направляй вдох в то конкретное место – грудь, горло, солнечное сплетение, где ощущается обида. Вдох, и свет направляется в очаг боли. Выдох – отпускание. Ты хотела быть ближе, но не смогла, и закрылась. Эта тяжесть – след твоего закрытия. Иногда обида ощущается как сжатие в горле. Это не просто напряжение мышц. Это то, что ты не смог сказать.
все слова, которые застряли. Я же просто хотел, чтобы ты поняла, почему ты так со мной, почему меня нельзя просто любить. Все эти фразы как будто застыли в воздухе, и теперь ты носишь их внутри. А может, обида живет под сердцем, там, где мы чаще всего храним непрожитые чувства, там боль от того, что тебя не выбрали, не заметили, не поддержали. И тело, верно тебе служа, запомнило этот момент. Оно просто держит в себе боль, чтобы ты когда-нибудь смог вернуться и исцелить ее. Просто дыши в это место. Представь, что дыхание как теплый свет, который мягко растапливает старый лед. С каждым вдохом ты словно говоришь себе: «Я рядом с тобой, я вижу тебя, я тебя больше не оставлю». Замечай, иногда при каждом вдохе в теле появляются образы, слова, вспышки. Это так и есть, это нормально. Не анализируй, не спорь, просто слушай. Когда появляется мысль или чувство, мягко спроси: кто это во мне говорит? Ответ придет не словами. Чувствуй, слушай тон, качество, тепло ли, по-дружески, может резко, тихо, обвиняюще, просяще. Это уже информация. Внутренний критик, ребенок, защитник, усталость, твое внутреннее «я». После нескольких циклов дыхания остановись на легком вдохе и просто посиди в тишине. Иногда именно в паузе появляется тихий, ясный ответ. Не голосом, а внутренним ощущением. Оно как шепот. Ты сразу поймешь, что он настоящий. Это и есть твое «я». Интересно его услышать впервые. Оно теплое и родное. Оно как бы течет внутри и согревает тебя. Давай подышим минуту в тишине. Снова обратим внимание на дыхание. Не нужно менять его специально, просто наблюдай, как воздух входит и выходит. Каждый вдох приносит тебе жизнь, каждый выдох – освобождение от боли. Когда ты дышишь осознанно, ты словно открываешь двери между телом и духом. Это акт интеграции твоего высшего сознания в опыт твоего тела. Вдох – это принятие света сознания, опыта души, энергии мудрости и трансформация следствий через выдох. Вдох наполняет тебя светом, а выдох выносит изнутри все, что больше не нужно. Старые мысли, тяжелые эмоции, обиду, которую ты носил годами. Ты не борешься с ней, не выталкиваешь силой. Ты просто позволяешь дыханию делать свою работу, потому что дыхание – это самый древний и самый чистый инструмент очищения, который дан человеку. На вдохе ты наполняешь клетки новой энергией. Молекулы кислорода несут с собой не только физическую силу, но и вибрацию жизни, света,
осознанности. На выдохе ты отпускаешь, и вместе с углекислым газом тело мягко выводит все лишнее, все, что больше не соответствует твоему свету. Почувствуй, как вдох идет глубже, не только в легкие, а будто в самое сердце, в грудную клетку, туда, где жила обида. Ты наполняешь этот участок светом. Ты освещаешь темный уголок в своей груди. Представь сначала фонарик, который светит внутри. Затем свет становится ярче, и вот уже яркий золотистый свет наполнил грудную клетку, чтобы там стало легко и светло. С каждым глубоким дыханием тело начинает вспоминать себя без обиды, восстанавливает свой естественный ритм. Когда дыхание становится ровным, мягким, в кровь возвращается баланс. Твои клетки начинают дышать светом вместе с тобой. Ты больше не сопротивляешься жизни, ты вдыхаешь ее. И вот этот процесс не метафора, а физика духа. При каждом выдохе телу действительно становится легче. Оно благодарит тебя. Оно умеет исцеляться, нужно лишь дать ему пространство и дыхание. Давай еще поищем место, где живет твоя обида. Может, это та тяжесть, что живет в солнечном сплетении, или тот комок, что стоит в горле. Направь дыхание прямо туда, где она притаилась. Почувствуй ее так, словно ты подходишь к ребенку, который долго плакал в темноте. Ты не спешишь, ты расслаблен и мягок, ты просто рядом. Вдохни прямо в это место. Представь, что воздух, наполняющий тебя, это мягкий золотистый свет. Он говорит: «Я вижу тебя, теперь ты можешь расслабиться». На выдохе отпусти все, что хочет выйти. Это могут быть стон, слезы, усталость, грусть. Пусть все это спокойно выходит. Дыши глубоко и спокойно. С каждым вдохом ты словно растапливаешь лед. С каждым выдохом освобождаешь место для света. И вот уже внутри становится чуть просторнее, легче, мягче, теплее. Обида начинает растворяться не потому, что ты простил кого-то, а потому, что ты впервые услышал себя. Ты больше не заставляешь себя быть сильным, не доказываешь, не защищаешься. Ты просто дышишь и этим возвращаешь себе жизнь. А теперь сделай вдох глубже. Пусть он пройдет через все тело, от макушки до кончиков пальцев. На выдохе отпустите сопротивление, позвольте обиде уйти. И когда дыхание становится ровным, в теле появляется ощущение мира. Ты начинаешь принимать себя со всеми своими чувствами, реакциями, прошлым. Это и есть принятие, когда ты не борешься, а дышишь вместе с жизнью, когда понимаешь, что обида была просто способом напомнить тебе, где внутри не хватало любви. Ты начинаешь слышать себя не умом, а сердцем, дыханием, телом, и вдруг понимаешь, та боль, что называлась обидой, всегда просила лишь одного – твоего внимания. Ты ждала, что кто-то подойдет, заметит, поймет, обнимет, но никто не мог сделать это так, как ты сама, потому что никто не чувствует твою душу изнутри, кроме тебя. И теперь, когда ты вдыхаешь свет в боль, ты как будто берешь за руку ту часть себя, которую когда-то оставила одну.
ты начинаешь давать себе то, что ждала от других. Внимание, тепло, принятие, любовь. Ты говоришь себе: «Я права. Почему я думала, что кто-то другой знает лучше, чем я?» Например, на работе ты открылась, высказала свое мнение, а над тобой посмеялись. Да она наивная, все воспринимает за чистую монету. Ты мысленно, вместо того, чтобы сжаться от насмешки, говоришь себе: «Да, я такая, я доверяю этому миру». Энергия доверия – одна из самых высоких в мире, и она моя родная, настоящая. Да, это я. И когда это происходит, твоя энергия перестраивается. Другие начинают слышать тебя по-другому, потому что внешний мир – это зеркало твоего внутреннего состояния. Когда ты сама к себе внимательна и нежна, внимание и нежность начинают возвращаться к тебе от людей, от жизни, от пространства. Благодари себя за то, что услышал себя в медитации. Положи руку на сердце и побудь с собой столько, сколько захочешь в тишине. Желаю вам прекрасного дня, отличного настроения. До новых встреч!